После задания позиции нижней челюсти мы можем прийти к этапу проектирования сплинта. Автоматически нижняя челюсть устанавливается в одну из позиций. Можно в этом окошке выбрать ту позицию, которая нам желательна. В этом окошке появляется только два варианта позиции. Это центральное соотношение и лечебная позиция. Центральное соотношение – это классическое название, то, что сейчас многими называется терапевтическая позиция, как Славичек придумал. Но на самом деле правильно называть это центральным соотношением. А лечебная позиция – это позиция, которая находится клинически или по данным аксиографии с применением э, для задания такого положения нижней челюсти, при котором головка находится диск находится на головке нижней челюсти. Есть несколько вариантов шин, которые проектируются. И если мы выбираем репозиционную, то, соответственно, автоматически выбирается фиксация на нижней челюсти. Если мы выберем ручное проектирование, то можно произвольно выбрать тип фиксации. Если мы выбираем мичиганскую шину, это шина на верхнюю челюсть, или миорелаксирующая, тоже на верхнюю челюсть. Мы с вами сейчас сделаем репозиционную шину, тем более, что она проектируется у нас в автоматическом режиме. Другие шины пока проектируются только в ручном режиме. Мы должны выбрать настройки параметров шины. И тут мы вводим те значения, которые для нас приемлемы. Например, 1,5 мм толщина базиса этой шины. Режим фрезерования задает дополнительный зазор под кончик фрезы, диаметр фрезы. Если мы будем печатать шину, то, соответственно, никаких параметров здесь вводить не надо. Нажимаем кнопку «Далее», и процесс автоматической построения сплинта начался. Вначале программа определяет сама направление посадки шины и оценивает поднутрение на данном скане. Далее она автоматически определяет границы данной шины и строит базис этой шины, первичный, тот, который является основой для построения всей шины. Затем корректируется шина по высоте с тем, чтобы касаться отпечатков антагонистов. И далее происходит вычитание этих антагонистов из шины так, чтобы получить на ее поверхности отпечатки под окклюзионной поверхности зубов антагонистов. Попадая при смыкании в эти отпечатки, челюсть устанавливается в правильное положение. То положение, которое задано нашим проектированием. Сейчас режим проектирования и записи происходит в реальном времени, поэтому вы видите, насколько быстро и эффективно эта шина строится и не требует каких-то затрат времени. И это действительно происходит очень и очень эффективно. Сейчас, как я сказал, первым этапом вычитаются вот антагонисты. Вы видите, этот цвет, который просвечивался вот под сканом антагонистов, он пропал. При этом также задается определенный зазор, который мы с вами устанавливали на самом первом шаге обработки шины. И теперь сейчас происходит удаление поднутрений и вычитание уже нижнего подлежащего скана с учетом, опять же, заданного нами зазора, вычитается из тела вот этого базиса, этой шины. Вот эти кнопки «Обрезать», «Нарастить» в случае, если мы хотим сделать какую-то коррекцию, то после окончания вот этой финальной обработки, когда шина готова, вот она уже готова, мы можем вернуться назад на любой шаг и там провести коррекцию. Или эта коррекция делается, когда мы делаем шину в ручном режиме. Но тут в данном случае нам ничего вообще не надо делать, потому что сделано все достаточно
аккуратно, вот окклюзионные контакты, которые здесь есть. Если бы у нас была создана артикуляционная поверхность, тут в данном случае есть некоторые гнатологические концепции, которые предпочитают задавать не окклюзионные контакты, статические на поверхности зубов, а динамические контакты в виде артикуляционной поверхности. Но я должен подчеркнуть, что для репозиционной шины нам нужны как раз именно статические контакты, поскольку в этой шине пациент не кушает. Поэтому мы вот делаем именно так. Но если доктор захочет сделать динамические контакты, то в самом начале проектирования, на самом первом шаге, при наличии артикуляционной поверхности, которая записана в дереве модели, она записывается вот сюда, вниз, то при наличии такой поверхности просто выбирается эта поверхность, и тогда тут будет вычитаться не отпечаток антагониста, а отпечаток этой артикуляционной поверхности. После того, как мы визуально оценили шину, увидели ее качество, пригодность проектирования, мы можем нажать кнопку «Экспорт». И в этом случае шина запишется у нас сюда, вот в дерево моделей. Вот она смещается в пространстве, потому что она сейчас устанавливается как бы в пространстве диска для фрезерования. И вот указана автоматически ее величина этого диска. Это может быть проиллюстрировано вот этой функцией, которая у нас есть отдельно, функция, которая размещает объект в пространстве на фрезерование. Вот он уже автоматически размещен максимально удобным образом в пространстве диска. И диск надо выбирать вот высотой 12 мм. Программа указывает ему на это. Вот как-то все относительно проектирования диска, проектирования сплинта.